Итак, друзья, всем огромный привет. Лето, период отпусков, но все-таки иногда нужно садиться за компьютер, открывать свои фотографии для того, чтобы овладеть каким-то новым навыком. И сегодня я вам покажу один трюк. Видео будет не длинное, очень коротенькое, метод очень простой, но тем не менее очень эффективный и дает получить интересный результат. Эффект мокрого стекла, через которое мы наблюдаем и следим за каким-нибудь сюжетом. Но если ты впервые оказался на моем канале, то добро пожаловать, меня зовут Серджио. Здесь все по обработке фотографий и очень много чего интересного, чего ты не найдешь больше нигде. Заглядывай в мою инсту, там тоже бывает иногда что-то интересное и полезное, заодно и посмотришь, чему ты можешь научиться, следуя моим советам. Не забудь заглянуть в группу ВКонтакте, там тебя ждет подарок из 2 наборов моих авторских пресетов. Также в группе можно разместить пост из своих фотографий, получить конструктивную критику и пообщаться по теме фотографий и вообще. Ну а мы приступаем к обработке. Поехали! Обратите внимание, моя фотография не в фокусе, и это абсолютно не важно, потому что все равно мы будем ее размывать. И если у вас есть фотографии, которые вам жалко выбросить, которые получились классно, здорово, но где-то вы промахнулись и снимок получился нерезкий, то вас этот метод выручит, и эту фотографию вы можете реанимировать и показать всему белому свету. Дополнительные материалы к этому видео, а именно текстурки мокрого стекла, будут находиться в описании к этому видеоролику. И я вам подарю своих 8 замечательных текстурок, которые вы можете использовать на подобных изображениях. Поэтому жмакай на паузу, скачивай текстуры, и мы начинаем работать. Итак, первым делом, что мы делаем, это нам нужно создать дубликат нашего слоя. Сочетание клавиш Ctrl-G помогает нам это сделать очень быстро. Далее, друзья, что мы делаем с вами после этого? После этого, друзья, мы сразу с вами изменим размер нашей фотографии. И это мы делаем потому, что текстурки не очень большого разрешения, и если ваша фотография будет громадная, то вам придется текстуры растягивать до размера вашего изображения, и вы потеряете в качестве. Но тем не менее разрешение этих текстур достаточное для того, чтобы фотографию ужать там, например, на 50% и получить шикарнейший снимок замечательного качества. Итак, идем в изображение. Размер изображения. И я сделаю размер изображения по размеру своего монитора. У меня по ширине, по малой стороне 1440. По идее, если на мониторе мы смотрим горизонтальный снимок, то нам нужно учитывать высоту. И это будет малая сторона нашего монитора. Но у меня есть второй монитор, который стоит по вертикали. И я как раз вертикальные снимочки смотрю именно там. А иногда даже я обрабатываю, это очень удобно. Кликаем ОК. Наша фотография слегка уменьшилась, ничего страшного. Нажимаем Ctrl-0. Увеличиваем фотографию на размер окна. И что мы делаем с вами дальше? На получившийся слой наводим курсор, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Преобразовать в смарт-объект». Далее вы поймете, для чего мы это делаем. После того, как мы сделали это действие, преобразовали в смарт-объект, мы идем с вами в фильтр, выбираем размытие. Здесь выбираем размытие в движении, здесь выбираем угол 90 градусов и смещение подбираем таким образом, чтобы наша фотография размылась. У нее сейчас вертикальное размытие. Но при этом мне кажется, что мы должны сохранить формы нашего объекта, иначе вот так уже непонятно, что на снимке. А вот так, в принципе, достаточно приемлемо. Далее я перетягиваю с рабочего стола текстуру мокрого стекла, растягиваю его по формату своего изображения, кликаю сверху галочку, после чего переходим в методы наложения и выбираем здесь экран. Отлично, но это еще не все. Теперь копируем нашу текстурку, перетягиваем ее вниз, вот сюда, на значок, который находится слева от корзинки, в виде такого согнутого на уголке листочка. И у нас получился верхний слой такой же. И мы верхнюю текстуру меняем на режим изображения «Мягкий свет». И это дает повышенную контрастность. И после чего мы регулировкой непрозрачности делаем снимок таким, чтобы контрастность нас устроила. В каждом случае будет по-разному. И еще обратите внимание, на небе, это самый светлый участок фотографии, капли дождя практически незаметны. Поэтому старайтесь выбирать темненькие фотографии, а на ночных такой метод смотрится просто шикарно.
Итак, друзья, после того, как мы с вами сделали данное действие, я вам покажу, для чего мы создавали смарт-объект. Обратите внимание, под слоем, на который мы применяли размытие в движении, появились дополнительные вот такие вот значки. Кстати, если вы их не видите, у вас просто они скрыты. Вам необходимо вот на эту панельку кликнуть и вывести их наружу. Под самой фотографией вы сразу видите белый значок, это маска. С маской мы сегодня работать не будем, когда-нибудь к этому еще вернемся. Здесь мы видим строчку размытия в движении. И смотрите, друзья, кликнув сюда 2 раза, у меня вызываются настройки моего фильтра размытия в движении. И эта настроечка у нас привязалась к нашему слою только потому, что мы этот слой преобразовали в смарт-объект. Так что имейте это в виду и подумайте, где еще можно применять смарт-объект. То есть там, где вы хотите дорегулировать ваши настройки. И, соответственно, здесь, после того, как я наложил уже текстуру дождя, я могу поработать еще со смещением и сделать наиболее интересный эффект, который лучше подойдет, к данному сюжету. Кликаем ОК. Также, друзья, если мы хотим эту фотографию сделать каким-то образом посочнее, изменить тонировочку, то выделяем наш слой с изображением, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-U, U или I, у нас появляется вот такой вот значок. Как вы видите, теперь под слоем у нас появился цветовой тон насыщенность. И, соответственно, 2 кликами мы всегда можем открыть эти настроечки и подредактировать нашу фотографию. Давайте я сделаю слегка понасыщеннее и поработаю с цветовым тоном. Вот такие яркие сочные пятна на этой фотографии смотрятся уже поинтереснее. Я работал со всеми цветами. Вот здесь в панельке можно выбрать цвет и поработать с каждым цветом отдельно. Кликаем ОК. Вот, друзья, давайте посмотрим, какая фотография у нас была и что в итоге мы получили. Очень даже неплохо и интересно. И, конечно же, перед тем, как открыть эту фотографию в фотошопе, я применил к ней один из своих пресетов. Но так как видео по обработке в Lightroom на канале очень много, этот этап мы с вами пропустили и приступили к тому, что мы еще не знаем. Так, друзья, на этом еще не все. Давайте я вам покажу еще один метод. Он похожий, но немножко другой. Итак, выбираю я фотографию, теперь ночную, нажимаю сочетание клавиш Ctrl-J, иду в изображение, размер изображения, малую часть выставлю по ширине своего монитора, 1440 пикселей, кликаю ОК, Ctrl-0, возвращаю изображение, растягиваю изображение на весь экран. Теперь, друзья, нужно выбрать текстуру, которая покрупнее, там, где больше видны капли дождя. Растягиваю изображение, кликаю галочку. Режим изображения выставляю экран. Делаю копию. Верхний слой режим изображения мягкий свет. Регулирую контраст. Выделяю 2 верхних слоя с текстурой дождя. Кликаю правой кнопочкой мыши. Нажимаю объединить слои. Режим наложения слетел. Возвращаем. Ставим экран. Получившийся слой нажимаем правую кнопку мыши «Преобразовать в смарт-объект». Далее идем в фильтр, размытие по Гауссу. И теперь мы наше основное изображение оставляем резким, а текстуру с дождем делаем слегка размытой. И получаем тоже такой достаточно интересный эффект. Нажимаем ОК. Теперь, друзья, как вы знаете, вы всегда можете кликнуть вот сюда «Размытие по Гауссу», так как мы преобразовали в смарт-объект. И здесь доработать это изображение, если вы хотите его улучшить. Далее, друзья, идем в слои. Выбираем здесь уровни. Нажимаем и удерживаем кнопку Alt. Ведем наш курсор между 2 верхними слоями. И когда у нас появляется значок белого квадратика со стрелкой, указывающей вниз, нажимаем левую кнопку мыши. В миниатюре верхнего слоя появилась стрелочка. Мы с вами сделали обтравочную маску. И это означает то, что регулировки, которые мы сейчас будем использовать, они будут применены только к нижележащему слою, то есть к текстуре дождя. И здесь, друзья, в этом изображении вот этот ползуночек самой правой верхней панельки можно подвинуть и сделать более четким и ярким изображением дождя на нашем стекле. И давайте посмотрим. Было, стало. Было, стало.
Ну вот, друзья, дополнительных два метода наложения текстуры дождя мы сегодня с вами изучили. Я теперь более чем уверен, что ваше портфолио станет интереснее и пополнится новыми интересными городскими сюжетами с использованием вот этих интересных текстур. Если видео было полезным, не забудь поставить лайк, подпишись, если не подписан, чтобы не пропускать новые полезные видео. Ну и заглядывай в мои паблики, там тебя ждут подарки из наборов пресетов. И если что-то не получается, можешь задать мне вопрос, я по мере возможности постараюсь на него ответить. Все необходимые ссылки в описании к этому видео, друзья. Творческих вам высот, всем пока и до новых встреч!